На побережье Индийского океана, который является центром мировой нефтяной торговли, находится 34 страны. Индия является крупнейшим прибрежным государством этого океана и располагает 12 крупными и 200 второстепенными морскими портами. Помимо этого, для увеличения своих морских возможностей, в 2015 году страна запустила проект «Сагар-Мала», который направлен на удвоение числа крупных портов. Эти усилия направлены на сдерживание Китая, для которого проливы Индийского океана являются важнейшими транспортными артериями. В этой связи Индия заинтересована в партнерстве с Ираном, расположенным у Ормузского пролива, через который проходит 40% от всей импортируемой Китаем нефти. Для этого в 2018 году Индия отказалась присоединяться к американским санкциям против Ирана, а также приняла участие в строительстве иранского порта Чехбехар. Он находится недалеко от газового месторождения Фарзат-Б, которое в 2008 году было открыто консорциумом из двух индийских компаний – Oil India и Indian Oil. Кроме того, через порт Чехбехар Индия может получить доступ в Центральную Азию, что, правда, в значительной степени зависит от стабильности в Афганистане. Присутствие в Иране позволяет Нью-Дели отслеживать местоположение китайских судов военного и торгового назначения. Кроме того, для сдерживания КНР Индия сотрудничает с Оманом, где в 2018 году она получила право на размещение своих ВМС и ВВС в порту Дукм. Это дает Индии потенциальную возможность блокировать движение китайских кораблей, а также обеспечивает ей более удобные морские маршруты. Нефть, которую Китай вывозит с Ближнего Востока, проходит через Ормузский пролив на западе и выходит в Малаккский пролив на востоке. Предприняв попытки закрепиться в Иране, Индия обратилась в Индонезию, чтобы получить возможность и там контролировать китайские морские передвижения. В 2018 году Индия объявила о своем участии в развитии индонезийского порта Сабанг. Страна пообещала обеспечить финансирование порта и его экономической зоны в ответ на растущее присутствие Китая в зоне Индийского океана. Таким образом, Индии удалось заполучить потенциальную возможность задержать китайские нефтяные танкеры в начале и в конце их транспортного маршрута. Кроме того, Индия пытается закрепиться на африканском побережье Индийского океана. В 2017 году Индия и Япония объявили о создании инфраструктурного проекта «Азиатско-Африканский коридор роста» стоимостью $40 миллиардов, который они хотят сделать альтернативой инициативе «Один пояс, один путь». В свою очередь, на данный момент китайцы инвестировали в Африку более $60 миллиардов. Согласно планам Индии, в строительстве заводов, дорог и портов будут участвовать африканские рабочие. Это сделано для снижения популярности африканских проектов КНР, где обычно трудятся китайские граждане. Кроме того, развитие отношений с Африкой важно Индии для поддержки ее предложений в ООН, где африканцы обладают 54 голосами. Китай понимает потенциальную угрозу индийских амбиций и старается противодействовать им на территории Индийского океана. В Шри-Ланке Китаю удалось получить контроль над портом Хамбантота, который был построен на китайские деньги в рамках проекта «Один пояс, один путь». Дело в том, что Шри-Ланка не смогла выплатить КНР долги по кредитам, из-за чего Пекин на 99 лет забрал порт в аренду. Присутствие в этой стране дает Пекину возможность контролировать свои маршруты через Малаккский пролив, а также следить за перемещениями индийских военных кораблей. Помимо этого, китайцы сотрудничают с Пакистаном, одним из главных противников Индии. В этой стране Пекин запустил проект под названием «Китайско-пакистанский экономический коридор», в рамках которого был построен глубоководный порт Гвадар, который связал КНР и побережье Индийского океана автомобильным и железнодорожным транспортом. В Мьянме Китай занимается развитием особой экономической зоны и глубоководного порта в штате Ракхайн, что позволит Китаю усилить контроль над Малаккским проливом. На данный момент в военной сфере Индия существенно уступает Китаю в гонке за преобладанием в Индийском океане. По данным Международного института стратегических исследований, в распоряжении Китая находится 141 военный корабль, в то время как Индия имеет только 43, что составляет лишь 30% от китайского арсенала. Этот разрыв в военной мощи еще больше мотивирует Индию расширять свое влияние в регионе.
Большое спасибо за просмотр. Пожалуйста, оцените это видео и поделитесь им с друзьями. Подписывайтесь, оставляйте комментарии и читайте нас в Telegram. Ссылка будет в описании. До новых встреч!